Станция Технопарк. Платформа справа. The next station is Technopark. Doors will open on the right. Берегите себя. Соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра. Станция Технопарк. Платформа справа. This is Technopark. The platform is on the right. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Технопарк. Платформа справа. The next station is Technopark. Doors will open on the right. Технопарк. Платформа справа. This is Technopark. The platform is on the right. Поезд следует до станции Алматинская.
Всем привет, с вами я, Сензей. Это рубрика «Путешествие по Москве». Небольшое предисловие к очередному видео. Первая половина 2020 года выдалась сложно для всех нас. Эпидемия или пандемия коронавируса заставила скорректировать планы, проекты, дела и так далее. Кому-то пришлось отодвигать свой летний отпуск, либо вообще от нее отказаться. Меня это тоже затронуло, пандемия коронавируса. Из-за того, что запретили массовые мероприятия в Москве, а пропали такие мероприятия, как парад трамваев, парад поездов, Московский весенний велофестиваль, вынудила делать новую рубрику. Все видео, сделанные в первой половине 2020 года, во время пандемии коронавируса, вы можете увидеть на канале. Наземных станций московского метро не так уж много. В основном все были построены в 50-е, 60-е годы. Это в основном на станциях Филевской линии, а именно участок Студенческая, Кунцевская. Практически на каждой линии имеются свои наземные станции или наземные крытые. Но даже имеется одна станция надземная крытая. Это Воробьевы горы. Или станция эстакадного типа. Станция Технопарк, станция Замоскворецкой линии метро, открытая 28 декабря 2015 года, встроена в действующий наземный перегон между станциями Автозаводская и Коломенская. Выход на проспекты Андропова, Лихачева, к бизнес-парку Нагатино-Айленд, к бизнес-центру Порт Плаза, торгово-развлекательному центру Мегаполис. Эта станция присутствовала в генеральных планах развития Москвы в 1960-е годы. Здесь был оставлен задел под прямой горизонтальный участок пути для перспективной станции парк имени 60-летия Октября, который так и не был построен в связи с отсутствием в ней необходимости. Жилых застроек вокруг не было, организаций и предприятий в том месте тоже почти отсутствовали. Но какой парадокс-то получался? Ведь по правую сторону от станции Технопарк, если смотреть в сторону станции Алматинская, находился крупнейший завод в Советском Союзе. Завод ЗИЛ, завод имени Лихачева. Все наверняка знают, это крупнейший производитель автомобилей и даже некоторых других агрегатов. К примеру, такие как холодильник. Идея о строительстве станции Технопарк вернулась только в середине 2000-х годов. Изначально планировалось построить за счет частных инвестиций. Но в конце 2000-х годов все-таки город решился построить эту станцию. Сроки строительства станции несколько раз переносились. И только 18 сентября 2013 года было объявлено о начале строительства станции. К этому времени завод ЗИЛ уже прекратил давно свое существование, а тот самый парк был, так скажем, в запущенном состоянии. Но буквально через год началась вторая жизнь этого парка. А точнее, к сожалению, парк полностью переформировался для будущего тематического парка. Но пока застраивался тематический парк, 8 июля 2019 года был открыт пешеходный переход над проспектом Андропова. Я бы мог бы так не говорить про этот пешеходный переход, если бы не одна особенность. Оснащен траволаторами. Это, так скажем, младший брат эскалатора. Ну и раз уж заговорили о тематическом парке развлечений «Остров мечты», находится на территории района Нагатинская пойма. Или сама Нагатинская пойма. Строительство тематического парка началось 17 марта 2016 года.
на месте тогдашнего бывшего парка имени 60-летия Октября. Изначально планировалось завершить строительство в 2018 году. Однако несколько раз сроки передвигались на декабрь 2019 и на 2020 год. Еще хотели открыть тематический парк в январе 2020 года, но из-за долгого оформления документации срок снова передвинули. И только 29 февраля 2020 года открылся тематический парк развлечений «Остров мечты». Изначально здесь должны быть две киностудии – DreamWorks и Союзмультфильм. Но в 2018 году договора были расторгнуты. И сейчас там находятся персонажи из других различных иностранных мультфильмов. Я надеюсь, что через какое-то время в этом тематическом парке появится мой любимый персонаж, мой любимый быстрый Ёж Соник. Ну, так скажем, это только мечты, а пока что имеется, то имеется. Как я раньше упоминал в предисловии, что первая половина 2020 года внесла свои коррективы из-за пандемии коронавируса. Из-за этой эпидемии с середины марта 2020 года парк развлечений закрылся. После того, как снимут ограничения на проведение массовых мероприятий, парк развлечений «Остров мечты» торжественно во второй раз или повторно откроет свои двери. Отправляемся дальше на конечную станцию Алма-Атинская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Станция Алма-Атинская, конечная станция Замоскворецкой линии метро. Открыта 24 декабря 2012 года. Выход на Братеевскую ключевую улицу, Братеевскому пруду, к парку поймы реки Городня. Эта станция имеет выход к автобусам до международного автовокзала Южные ворота. Станция названа по одному из крупных городов Казахстана – Алма-Ата. Это российское название города. Казахское название города – Алматы. Дата основания города – 1854 год. Во времена позднего Средневековья в этом районе существовала стоянка тюркских и монгольских кочевников – Алма-Ату, позже обнаруженная археологами. В 1854 году на ее месте заложено военное укрепление Заилийское,
затем Верная. В 1867 году Алматинская. С 1867 по 1921 год Верный. С 1921 года на русском языке Алма-Ата, на казахском Алматы. С 1993 года государственными органами Казахстана Алматы. Но все равно в России используется название Алма-Ата. Наиболее раннее упоминание этого города, точнее топонима, встречается в ойратских, джунгарских хрониках 17 века, когда этот регион современного Казахстана находился под джунгарским правлением в форме Гурбан-Алиматай, в переводе «урочище, где растут 3 яблони». С 1927 по 1936 год являлась столицей Казахской АССР. С 1936 по 1991 годы столица Казахской ССР. С 1991 по 1997 год первая столица Республики Казахстан. С 1997 года и по настоящее время столицей Казахстана является Астана, но с марта 2019 года Нур-Султан. Проектное название станции Алматинская, Братеево, по одноименному району. Она, в свою очередь, названа в честь бывшего одноименного села, тогда располагавшегося на этой современной территории. Когда появилось село, к сожалению, доподлинно неизвестно. Первые сведения о селе в сохранившихся источниках относятся лишь к началу 17 века, хотя оно, несомненно, существовало раньше. Это обстоятельство породило различные версии происхождения названия села, так или иначе связанные со словом «брат». Кстати, о названии этого района, к сожалению, спорное. Очень много версий, и какая из них, к сожалению, сказать сложно. Согласно одной версии, топоним Братеево произошел от личного имени Братей. Согласно другой, в 16 веке ближайшие окрестности села Борисово и Беседы принадлежали роду Годуновых. Само же Братеево было у брата Бориса Годунова Семена. Есть еще другая версия. В этом районе, в современном, здесь встретились и братались войска Дмитрия Донского и его двоюродного брата, князя Владимира Андреевича Серпуховского, шедшие на Куликовскую битву 8 сентября 1380 года. Другая версия связывала название Братеева с соседним деревней Борисово. Как бы то ни было, впервые в сохранившихся источниках Братеево упоминается лишь в 1628 году, когда оно являлось приселком дворцового села Коломенское. Рядом со станцией Алматинская одной из достопримечательностей данного района Братеева – храм усекновения главы Иоанны Предтечи в Братееве. Сегодня это, так скажем, не старинная церковь, хотя по документу патриаршего приказа 1628 года известно, что церковь святого Иоанна Предтечи села Коломенское в приселке Братеево в начале 17 столетия была деревянной. Была двупрестольная, так как в записных книгах патриаршего казенного приказа за 1706 год указывалось, что 29 октября названного года в церковь Иоанна Предтечи в пределах архистратига Михаила той же церкви выданы 2 антиминца. Этот храм, увы, не пережил советскую власть. В 1930 году был закрыт, и там был организован клуб. Окончательно разрушен по одним данным в 1940-е годы, по другим в 80-е годы. Сам Братеевский холм, на котором стояли церкви, находилась церковно-приходская школа и кладбище. Был срыт в 80-е годы при строительстве нового района Братеева. К сожалению, восстановление храма на старом месте было невозможно. Новая история храма начинается 4 января 1996 года. Сегодня величественный храм усекновения главы Иоанна Предтечи стал украшением города. Даже небольшую золотую маковку
Строгий шатер и крест можно заметить даже с Московской кольцевой автомобильной дороги. Жители района Братеева до открытия станции Алматинская имели небольшую транспортную сложность. Несмотря на то, что в 2011 году открылся участок на Люблинско-Дмитровской линии Марьино-Зябликово, жители все равно имели небольшую транспортную сложность. И только 24 декабря 2012 года в районе Братеева открылось метро Алма-Атинская. Кстати, в Алматинском метрополитене имеется станция Москва. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда? Следите на канале. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.